Друзья, привет! Я продолжаю гайд по моду Ботания на версии 1.7.10. Сегодня поговорим про раздел под названием Фенечки. Здесь в основном у нас будут различные кольца, ожерелья и пояса, которые дают различные эффекты. Так, давайте начнем. Здесь стоит начать сразу с рассмотрения такой интересной вещи, как Bubble Case. Bubble Case в переводе, это у нас получается что-то вроде сундука или кейса, для хранения, соответственно, колец и прочих безделушек. В чем удобство? Во-первых, мы здесь имеем дополнительный интерфейс, где можем хранить кольца, пояса, ожерелья. Плюс это дает быстрый доступ, соответственно, к разделу, связанным с кольцами. Что интересно, это даже удобно, например, когда я сижу в креативе играю, сразу открываю и получаю доступ. Так, давайте пойдем по порядку. Первое, что нам тут попадается, это моносир монокл. Очень полезная штука. Я прям пожалел, что эту штуку открыл для себя совсем недавно. Особенно было бы актуально это использовать, когда я рассказывал, например, про действующую флору. Это ожерелье, по сути. У нас, по сути, это надевается в раздел ожерелья. Но по факту это у нас такой монокль. С помощью него мы можем видеть радиус действия, например, каких-нибудь цветов. Вот у нас тут стоит разноцвет, если мы на него смотрим, мы видим, в каком радиусе, по какой площади он работает. Это очень удобно, как мне кажется. Можно еще на этот посмотреть, у меня тут где-то был Ранун Карпус. Вот он какой большой у него радиус. Вообще прикольно. То есть очень удобно. Здесь смотрите, какой маленький, у спектранзума. Если вы активно занимаетесь какими-то цветами, например, в ботании, где принципиально знать, например, радиус действия, то рекомендую этим моноклем пользоваться. Так, поехали дальше. Что у нас там? Тут в основном еще есть, очень много различных декоративных элементов. Это в разделе можно посмотреть. Cosmetic Bubbles. Тут целая куча всяких бабочек, галстуков, очков и так далее. Посмотрите, как много. Какие-то картошки тут, пожалуйста, Potato Mask. Здорово. Так, давайте я парочку надену, чтобы продемонстрировать. Особенно мне нравится этот галстук. Посмотрите, вообще классно. Можно что-нибудь еще померить, например, бабочку. Еще я сперва подумал, что это голова, что-то типа голова ведьмы. На самом деле это значок. Такой интересный значок. В общем, тоже рекомендую посмотреть. Может быть, что-то для себя интересное найдете. Так, дальше идут такие соответственно, Cloak of Sin и Cloak of Virtue. Такие одеяния. Так, одеваются они как на пояса. И первое, соответственно, из них дает вам защиту от повреждений, поглощает все повреждения, но имеет время перезарядки порядка 10 секунд. То есть например, сейчас если я упаду, он поглотит этот урон, но, соответственно, есть время перезарядки. То есть он не постоянно поглощает урон, а только разово. Это может быть очень удобно. Есть, соответственно, нечто аналогичное, это Cloak of Sin. Он, соответственно, судя по описанию, если вас бьют мобы, то сколько вы здоровья теряете, столько же могут и с некоторым шансом, и, соответственно, мобы тоже потерять. То есть этот дамаг, который мы получаем, могут некоторое количество, соответственно, этого дамага тоже себе забрать, что интересно. Так, едем дальше. Так, дальше у нас идут... Так, давайте по кольцам. Начнем уже кольца здесь пересмотреть. Первое кольцо это Ring of Correction. Ring of Correction. Его лучше продемонстрировать с киркой, например, и лопатой. Оно корректирует инструмент в ваших руках, выбирая самый эффективный. При условии, естественно, что он у вас лежит в инвентаре, нужный инструмент. И это работает только с инструментами, которые используют ману. Например, я беру кирку, иду, начинаю копать, и вдруг натыкаюсь на землю,
Видите, он меня автоматически переключил с помощью этого кольца на лопату. Вот я опять беру кирку, пытаюсь копать, он мне взял и автоматически переключил. Очень удобно, знаете, для тех, кто копается в шахтах и постоянно, например, натыкается на какие-нибудь там, не знаю, гравий сыпется и прочее. Я думаю, те люди, которые вот копались в шахтах, натыкались постоянно на гравий, ему это будет очень полезно. Вот, то есть идете, копаете киркой, раз, вам лопату достало, копаете дальше, натыкаетесь, например, где-нибудь на камень. Сейчас он, по идее, должен автоматом переключить на кирку. Вот, пожалуйста, раз. То есть, ну, вообще, очень быстро копаю, да, мне не нужно переключаться туда-сюда, он сам это делает за меня. Очень полезная вещь. Но работает только с инструментами, которые используют ману. То есть, собственно, из ботании, да. Так, дальше. Тут есть амулеты, которые можно зачаровать. То есть механика такая же, как я показывал в прошлых видео по зельеварению, да, когда мы там кладем какой-то предмет на варочную стойку из ботании, да, ну, соответственно, какое-то хранилище, типа амулет, там, колбы и так далее. Вот. А дальше все так же. Выкладываем рецепт и, соответственно, получаем различные, соответственно, такие ожерелья. Вот. Но они там практически на все эти самые зачарования идут. Тут где-то можно почитать, на какие зачарования, соответственно, не работает. Вот, где-то было описание. Вот. Ну, можно экспериментальным путем, либо просто в НИИ пробить, да, соответственно, вот эти Tainted Blood Pendant и посмотреть, каких типов они есть. Ну, вот, к примеру, я сейчас надел, кажется, на скорость. Сейчас наделась, посмотрю. Так, тут я сниму, чтобы лишние эффекты. Должно давать скорость 2. Что-то я пока не наблюдаю. Так, я в режим выживания. Что странно. Так, ну я до этого проверял, вроде работал. Может быть, уже просто истекло. Давайте еще попробуем. Так. Скорость 2, сила 2, ну что-нибудь такое, например. Вот, ну сейчас почему-то... ну подождите, у меня же нет маны, конечно. Совсем забыл про ману. Можно, конечно, кольца взять. Ну давайте до них сперва еще дойдем. Так, а я сейчас пока возьму просто планшет маны. Так, ну вот, у меня если есть мана, соответственно, в инвентаре, то, пожалуйста, вот эффект появился. Здорово. Сила 2. То есть, ну, появляется там на 3-4 секунды, но перезаряжается, если у меня есть мана. Вот. И, опять же, судя по описанию, здесь нужно осторожно как бы с этим делом. В плане того, что на производство такого амулета тоже тратится достаточно много маны. Но если у вас, опять же, нет с маной проблем, почему бы и нет, да? Очень интересная штука. Какие вот амулеты себе скрафтить, и на долгое время, соответственно, вы имеете какие-то эффекты. Так, следующее, соответственно, так, это у нас уже кулоны какие-то пошли. Да, я вспомнил, это у нас кулоны, которые дают сопротивляемость к огню, к возгоранию. Так, значит, первый кулон. Так, один из них дает, сейчас вспомню. Да, вот этот первый кулон, он чуть послабее. Так, и он вроде дает нам просто, вот если мы да, вот если мы, соответственно, вошли, например, в огонь, да, загорелись, вот этот кулон, он нас тушит, Но если его продвинутая версия вот этого пирокластического кулона, есть, соответственно, багровый кулон, который мы надеваем и вообще можем по огню ходить, соответственно, без потерь. Но опять же, здесь, по всей видимости, требуется планшет, как я понимаю, или нет. То есть, не знаю, расходует он ману или нет, непонятно. Давайте сейчас попробую выложить его. Так, ну-ка. Да, он даже не требует маны. Вообще здорово. Тоже очень полезно, особенно для тех, кто там, знаете, в шахтах глубоко копается, рядом с лавой. Иногда можно загореться, вот, а вот эти кулоны, соответственно, могут вам помочь этой ситуации избежать. Так, значит, дальше. Так, дальше у нас, что еще? Великое кольцо фей. Так, сейчас вспомню, что он там дает. Да, вот это кольцо дает нам все те же эффекты, что мы получаем, например, если наденем полностью броню из Элементия. То есть мы можем либо полностью эту броню надеть, либо вот такое кольцо.
накинуть на себя. Все, и оно дает те же самые эффекты, как полная, соответственно, броня из алиментия. Далее, золотой лавровый венок. Так, ну вот эта штука, значит, по идее... Так, еще раз. Ага. Да, прикольная вещь, вот если это особенно для тех, кто играет, соответственно, там без режима бога, да, то есть на серверах, вот, оно дает следующий эффект. Значит, если мы умираем, вот, оно дает нам, соответственно, возрождение без потери вещей и так далее. Ну, точнее, как бы бессмертие, но при этом она исчезает. То есть, как бы, по сути, одну дополнительную жизнь, типа того. Вот я сейчас попробую с высоты упасть. Вот, слышали звук? И на какое-то время еще, обратите внимание, он дает бессмертие, то есть сопротивление урону. Все, вот она исчезла, соответственно, вот эта фенечка. Но при этом, соответственно, мы жизнь свою сохранили. Я вот действительно считаю это очень полезной штукой вот, для тех, кто играет, соответственно, без всяких там донатов и так далее, то есть копается в шахтах, вот дает вам дополнительную жизнь, так сказать. Здорово. Так, дальше, значит, инспектор. Интересная вещь. Значит, она позволяет взаимодействовать с какими-нибудь инвентарями, например, или с предметами. Допустим, если вы хотите что-то найти, например, доски. Да, у вас лежит где-нибудь доски, вот, и вы хотите подсветить. Вот, надеваете такой инспектор, выбираете доски. И вот видите, здесь, соответственно, в сундуке у меня идет такая подсветка. Вот. Кроме того, судя по описанию, это также распространяется, например, на предметы, которые игроки в руках держат. Вот. Сейчас. Да, вообще любой контейнер там и так далее, даже ослик с сундуком, например, или типа того, жители, все что угодно. Вот, а если вы крадетесь, написано, да, то вы, соответственно, видите, ну, вам будет подсвечиваться все какие-то предметы выпавшие. Вот. Так, едем дальше. Дальше у нас кольца. Так, мне кажется, одно из самых важных вообще вот здесь вот в разделе, это кольца маны. Различные силы, различных свойств. Давайте все 4 их возьмем и рассмотрим. Значит, первое, самое базовое кольцо, это у нас кольцо маны. Вот. Принцип как у планшета. То есть мы можем взять его, это кольцо кинуть в бассейн с маной. Так, не забываем переключить на зарядку, да. Все, вот у нас наполняется. Берем. Все, и дальше пользуемся спокойно. То есть у нас будут все предметы, которые необходимо заряжаться, соответственно. И еще на что хочу обратить внимание. То есть, сейчас я здесь не знаю, для демонстрации подготовил или нет. Да, вот. Смотрите, что еще важно. То есть, как это делать автоматически, например, под зарядку. Вы можете такую вот искру поставить, да, как в видео про искры я показывал, и поставить на дополнение, на искру дополнения. Все, видите, соответственно, прошу прощения, рассеиватель называется. Дополнение. Все, и он будет рассеивать, если вы где-то рядом бегаете на базе, например, да, пока бегаете, вот это, соответственно, искра с дополнением будет вас заряжать, ваше кольцо, наполнять, соответственно, его маной. Побегали у себя по базе, что-нибудь поделали, у вас подзарядилось. Пошли дальше в шахту, покопали, прибежали, снова поковырялись где-нибудь у себя там на базе, снова подзарядку получили. Очень прикольно, как мне кажется. Так, дальше. Так, вот кольцо маны, видите, оно как раз заряжается. Вот оно зарядилось. Все, пошли в шахту, покопали, пришли на базу, зарядились. Так, дальше кольцо аура. Вот это кольцо аура, как я понимаю, это более продвинутая версия. Да, это просто так. Сейчас не то. Сперва вот это надо показать. Вот это вот продвинутая версия вот этого кольца. Вот видите, оно тоже сейчас подзаряжается. Разница только в том, что здесь вот в 4 раза больше емкость. Вот и все. То есть они одинаковые по свойствам, но вот это в 4 раза больше просто емкость. И еще есть, соответственно, аналоги вот этих колец. Есть кольцо ауры и сильное кольцо ауры. Их разница в том, что вот эти кольца ауры, они тоже подзаряжают вас маной, но наполняются маной самостоятельно. То есть они какое-то время, не быстрое такое медленное время, они сами восполняют ману. Тоже удобно, если вы, например, не сильно активно ману расходуете, да, там побегали, чуть маной попользовались, пока что чем-то другим занимаетесь, вот эти кольца, соответственно, предметы подзаряжают постепенно. Чем-то напоминают, например, солнечные какие-нибудь шлемы, да, которые там броню подзаряжают постепенно, пока вы там бегаете на солнце, например. Вот такие хорошие, очень полезные кольца. Обязательно, я считаю, их надо смотреть вам. Просто очень полезные. Так,
Следующее, значит, что у нас там идет? Кольцо дальнего богатства. Мне кажется, оно либо баганное, либо недоработанное. По идее, оно должно давать доступ более удаленный к каким-то инвентарям и так далее. То есть сундуки открывать на расстоянии и ломать блоки на расстоянии. Ну, не знаю, как бы. Не скажу, что каких-то эффектов я заметил. Возможно, оно просто недоработано. Либо на сервере его пофиксили. Вот. На той сборке, которую я играю. Потому что, ну, я не ощутил каких-то там эффектов. Блоки вроде дальше не ставятся особо. Вот. Хотя должны, по идее. Так, следующее. Кольца магнетизма. Вот, опять же, два типа. Ну, типа, есть усиленная версия, обычная. Вот. То же самое с террасталью, если смешаем, получаем усиленную. Но здесь, опять же, принцип очень похож на кольца магнетизма, там из многих других модов, там и магниты, да. То есть бросаем какой-то, не знаю, предмет. Давайте кинем книжку. Так, только у меня там спектром сейчас не поймал. Ну, видите, да, притянулось. Вот, но кольцо магнетизма вот это, оно вроде как больше просто дистанцию имеет, если я правильно помню. Тут даже описания нет. Ну, да. Да, вот написано Large Range, то есть на большей дистанции работает. Вот. Тоже интересно, кольцо магнетизма. Кто любит вот эти, чтобы предметы дроп притягивался, пожалуйста, воспользуйтесь, попробуйте. Тоже как вариант. Так, дальше кольцо хордов. Вообще меня удивило. Прикольно такое кольцо. Значит, это актуально, если вы что-нибудь опять под водой занимаетесь, например, там копаете, там ковыряетесь под водой. Вот, надеваете его, во-первых, оно дает лучше освещение под водой, видите, как хорошо и светло. Второй момент, мы можем дышать под водой, при условии, что у вас есть мана. Так, и третий момент, мы быстрее просто под водой плаваем. Ну, то есть быстрее плавать должны. Ну, тут как бы мне сложно продемонстрировать на таком маленьком. Вот, но по идее, вот, под водой, в принципе, да, действительно, перемещаюсь быстрее. Те, кто любит там с водой взаимодействовать, рекомендую попробовать это кольцо. Кольцо хордовых. Так, следующее. Значит, что у нас там идет? Кольцо шахтера. Так, насколько я помню... тоже классное, соответственно, кольцо, где у меня тут была кирка. Давайте так продемонстрирую. Это кольцо, так, по идее, нам при копании должно давать... Так, я его надел? Нет, еще не надел. Давайте надену. Вот, оно дает ускорение 2. Обалденно вообще. Вот кто тоже любит в шахтах копаться, надели это кольцо, и вот вам ускорение 2. Копает намного быстрее. Так, ну давайте я переключусь только в режим выживания, чтобы уж по-честному, да? Ну вот, насколько быстрее, да? С кольцом, например, и, соответственно, без кольца. Вот, посмотрим. Ну, вообще разница какая. То есть с ускорением 2, вот насколько быстрее копается. Здорово. Опять же, для тех, кто в шахтах копается, очень полезное кольцо. Так, дальше что у нас осталось? Кулон со снежинкой. Так, насколько я помню, он у нас замораживает воду, по которой мы бегаем. Опять же, к воде возвращаемся. Так, кулон, продел кулон надо засовывать, да? Там бегаете по миру, встретили какое-то препятствие водное, допустим, вы не можете летать. Надеваете кольцо и пошли. И пошли через реку, и пошли там через океан и так далее. Офигенно вообще. Посмотрите, лед сразу растворяется, когда мы уходим. Так, дальше. У нас остались так, пояса. Так, пояса странника. Здесь они, ну просто смысл один. Они дают ускорение, но просто разной силы, разных эффектов и так далее. Вот это, насколько помню, самый базовый. Вот это уже более продвинутое. Так, ну этот базовый нам просто дает какое-то ускорение. Мы быстрее двигаемся, по идее. Вот. А более продвинутые версии, соответственно, вот этот вот нам дает скорость постепенно, разгоняя нас. Ты даже не знаешь, что получится продемонстрировать. Но так как-то вот очень долго. Тут надо еще на площадке такое. Вот видите, он постепенно разгоняет. Если я остановлюсь, то я, соответственно, тут скорость потеряю. Ну, посмотрите, как он начинает разгоняться, да? Все быстрее. Потом начинает прям очень быстро, соответственно, двигаться, как будто бы я бегу. Причем бегу очень быстро. Как будто бы лечу в креативе. И что интересно, мы можем так вот препятствия тоже огибать. Вот такие вот. В один блок. И вроде, если правильно понял описание, даже с некоторым шансом, соответственно, в 2 блока мы можем препятствия пройти.
Ну ладно, я думаю, так понятно, что видно, что очень быстро я разогнался, да, можно еще быстрее. Ну вот, здесь не получилось у меня 2 блока, значит там некоторый шанс есть. Все. Так, ну и соответственно тоже вот шаг Пилигрима тоже дает вам скорость. Но там уже без разгона просто какой-то. Так, сейчас я в режим выживания перейду. Вот. Тоже намного быстрее двигаемся. Ну, как аналог всяких там сапог и так далее, да, которые дают скорость. Кстати, прыжок, посмотрите, какой высокий. Это для тех, кто любит путешествовать. Так, и у нас остались здесь, соответственно... Так, давайте, наверное, вот эти покажу. Микропланета. Так, микропланета. Ну, тут скорее, не знаю, скорее декоративная какая-то штука. Так, фишка в том, что, значит, если мы сейчас поставим красный распространитель, например, так, пусть он пуляет нам ману с интервалом времени. Так, сейчас я чуть поменьше поставлю. Так, и вот эта микропланета, она должна, по идее, вокруг нас как-то крутить, вертеть. А, вот я надел, да, микропланету. Вот, видите, вокруг нас вот эта мана начинает крутиться. Не знаю, зачем это нужно, наверное, чисто по приколу. Типа мы как планета, и вокруг нас вращается вот эта мана. Есть, соответственно, такая, вот, есть карманная версия, есть, соответственно, версия, которую можем поставить. И то же самое наблюдать уже в виде блока. Вот сейчас это сниму с себя. Вот. Я не знаю, зачем это нужно, скорее всего, в декоративных целях. Вот. Так, дальше у нас осталось тектонический пояс и шарм Дивы. Так, тектонический пояс, насколько я помню, он блокирует откидывание. Ну да, отталкивание. То есть, если мы боремся с мобами, да, у нас может быть эффект отталкивания. Мы с помощью этого пояса просто этот эффект блокируем. То есть, надеваем этот пояс, и нам, соответственно, мы не будем отлетать, когда боремся с мобами. Тоже удобно для тех, кто там любит мобов убивать. Так, и наконец шарм Дивы. Так, он по идее должен, если у нас есть 2 враждебных моба, он как-то их должен очаровывать, чтобы они начинали бороться друг с другом. Ну, давайте что-нибудь попробуем. Так, призыв кого-нибудь. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Так, слизень, зомби. Давайте зомби попробуем. Так, и надо, наверное, здесь... У меня нормально, легкая стоит. Так, 2 зомби. Жарко. Так, да. Кстати, вот видите, начали друг друга убивать. Он борется сейчас с этим самым. Ну, еще есть какая-то проблема, я так понял, что там надо обязательно как-то коснуться, что ли, этого моба, чтобы он заразился или типа того. Так, сейчас гейммод 0. Ну-ка. Вот, видите, я его коснулся, и тогда он начал другого моба бить. Вот так вот. Ну, на этом все в этом разделе. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. Рекомендуйте видео друзьям, в комментариях пишите свои замечания. Жду вас в следующих сериях. Пока.